Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. ЕС должен вернуться к импорту сетевого метана из Российской Федерации после достижения мира на Украине, заявил госсекретарь Австрии Элизабет Цхетнер. В это же время чиновники Еврокомиссии заявляют о том, что достижение мира на Украине не повлияет на решимость энергонезависимости Евросоюза. Параллельно в Германии правительство заявляет о том, что будут создавать стратегический резерв газа. Владимир, у меня такой вопрос. А в Европе они могут определиться, они собираются сотрудничать, не собираются сотрудничать, что они вообще делают и как они собираются свою экономику спасать? Прежде всего, начнем с того, что единой Европы в том понимании, как она изначально создавалась и какое-то время существовала, наверное, уже особо нет. Потому что, несмотря на общий план Евросоюза отказаться от российского сетевого газа с 27 года, так или иначе, есть страны, которые до сих пор продолжают покупать газ. И я напомню, что процент российского газа в общеевропейском потреблении сейчас составляет около 13. Это, в общем, достаточно много. Есть страны, которые надеются продолжить покупать российский газ, как, в частности, та же Австрия. Есть страны, которые говорят, что да нам вообще плевать, что вы там собираетесь принимать, нам нужен российский газ, поэтому мы наложим вето на все ваши планы, ибо для нас интересы наших стран значительно выше, чем интересы вашего проклятого Евросоюза, который про конкретные проблемы конкретных венгров и словаков думать не хочет вообще. Та же самая Словакия, например, сказала, что если они пойдут на поводу у Евросоюза, будут ужесточать санкции, там 18-й пакет, отказ от контрактов с «Газпромом», они просто тупо попадут на 16 миллиардов евро, которые должны будут «Газпрому» за как бы, разрыв контракта. И они этого делать не хотят. А венгры говорят, что вы нам не предлагаете ничего альтернативного, поэтому мы как закупали газ в России, так и будем его закупать, потому что это единственная понятная возможность приобретения газа по приемлемой цене, а вместо этого вы нам выдвигаете лозунги о зеленой экономике, о тоталитарном российском газе, а как бы оплачивать это должны будут венгры. Вот нам такое не нравится. Ну, Австрия в данном случае выражается более деликатно, и рассматривает возможность вернуться к российскому газу после того, как российско-украинский конфликт закончится. Австрия выражается более деликатно, считая, что имеет смысл вернуться к вопросу о приобретении российского сетевого газа после того, как российско-украинский конфликт закончится. Интересна позиция Германии, которая находится, наверное, в самом сложном в данном случае положении, но при этом она наиболее агрессивна в борьбе с российским газом, потому что новый канцлер говорит о том, что «Северный поток» категорически не нужен, восстанавливать его ни в коем случае нельзя, российский газ покупать нельзя, и в данном случае даже возникает некоторая такая коллизия между Германией и США, потому что США-то в целом через господина Линча, который готов не только купить Северный поток, наверное, с возможностью восстановления и даже оплатил его долги, как бы Германия в данном случае абсолютно уперто говорит о том, что нет, российский газ не нужен. Но, правда, это оборачивается для Германии определенными сложностями. Ну, во-первых, у Германии нет возможности приобретать большие объемы сетевого газа, поскольку оптимальный вариант его приобретения это был все-таки российский вариант. Сейчас, соответственно, Германия вынуждена закупать газ в основном в Норвегии, в Нидерландах и в Бельгии. Соответственно, норвежский газ, он в принципе как бы своего рода такой спаситель Европы, потому что именно Норвегия является основным сейчас поставщиком сетевого газа
Европы, и на Норвегии в данном случае висит целый ряд потребителей, не только Германия, но, собственно говоря, и другие, и скандинавские страны, плюс Великобритания. Ну, а с точки зрения увеличения добычи в Норвегии, как бы оно идет далеко не такими темпами, какими хотелось бы, наверное, Европе для того, чтобы Норвегия опять спасла Европу от российского газа, заменив его своим. В случае с Нидерландами, то там основная добыча – это Гронинген, который то закрывают, то не закрывают. Поэтому, в общем, Германии приходится еще докупать СПГ, это порядка 7% от потребления, но он достаточно дорог. Собственно, именно поэтому Германия не может до конца заполнить свои ПХГ, поскольку, ну, дорогое это удовольствие, и компаниям это сложно, потому что газ дорог, а у компании нет уверенности, что его продажа следующей зимой будет достаточно рентабельной. Поэтому создание стратегического запаса газа – это, безусловно, правильно. Другое дело, что вопрос возникает, во сколько это обойдется Германии и где взять этот газ. Ну и, собственно, получается история такая достаточно, прям скажем, дотационная, малокоммерческая. Ну а с газом Германии вообще все это начинает приобретать такой некоммерческий, а социальный характер, потому что, ну, прежде всего, Германия вынуждена субсидировать газ для населения, то есть, соответственно, выплачивать дополнительные средства компаниям, которые продают населению газ, тем, чтобы они как бы постарались снизить на него цены. Правда, Германию может спасти деиндустриализация, потому что падение объемов производства, оно напрямую связано с подорожанием газа, энергии и переводом части промышленности в другие юрисдикции, в другие страны, где энергия более коммерчески привлекательна и позволяет производству развиваться эффективно, а не себе в убыток. Поэтому, ну, вполне вероятно, что через какое-то время Германии могут и не понадобиться эти стратегические хранилища, потому что обеспечивать этими стратегическими хранилищами, вернее, газом из них, придется прежде всего население, а не промышленность. Поэтому, в общем, позиция Германии чрезвычайно радикальна, но для, по-моему, собственной экономики Германии, для собственной промышленности она, в общем, достаточно разрушительна. В любом случае, как бы от ESG повестки они начали отказываться. В Испании, Италии есть вопросы с альтернативной энергетикой, которая их подводит. Audi, крупнейшие концерны автомобильные, отодвигают сроки полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. То есть как бы все идет к тому, что на ископаемом топливе им еще придется какое-то время поработать. Но где они его собираются брать? То есть они опять сами себе противоречат. Дело в том, что есть такое ощущение, что основные чиновники ЕС, они скорее больше политики, чем экономисты. И рассматривая развитие Евросоюза в целом как политического образования, они не очень обращают внимание, что ли, на экономические проблемы отдельных стран. Да, вы абсолютно правы. ESG-повестка и декарбонизация, это, конечно, продолжает оставаться трендом, но начинают к этому относиться более трезво и с таким экономическим прищуром на предмет того, а стоит ли этим заниматься. Ну вот, например, большинство компаний из так называемой Big Oil, из крупнейших нефтегазовых мейджоров, начали активно сокращать свои инвестиции в возобновляемые источники энергии. Соответственно, по прогнозам ОПЕК, да, собственно говоря, и МЭА тоже, говорить о закате эры нефти еще рано. Собственно, угольные электростанции в Европе и в той же самой Германии продолжают работать, и более того, приходится запускать новые. Да, действительно, процент
возобновляемой энергии в европейском энергобалансе растет, но уж больно ненадежный этот источник энергии. Ну а ситуация в Испании буквально этой весной очень хорошо это продемонстрировала. Причем сейчас компании изо всех сил отбиваются от обвинений в том, что из-за них возникли эти проблемы. Ну, как бы расследования, которые проводятся, так или иначе, как бы выводят все-таки на то, что да, действительно проблемы возникли из-за того, что как бы VA являются достаточно нестабильным источником энергии, и, собственно, одной из проблем и последствий использования VA является то, что вот так вот они могут обрушить сеть и лишить фактически электричества целую страну. Возвращаясь к энергоресурсам, вот начало этого конфликта, ну, Ирано-израильского, да, в данном случае, оно пришлось на летнее падение цен на газ, потому что как бы спрос падает, цена падает. Но вдруг начинается конфликт, и цена начинает, ну, непредвиденно расти, что отличается от ежегодного тренда на снижение, когда все страны должны запасаться газом в зиму. Какое это влияние в дальнейшем окажет на цены на газ, да и на энергетику Европы? Плохое это влияние окажет на цены на газ, потому что цены на газ уже шестую сессию подряд растут. Сейчас цена составляет, там, ну, приближается к 400, там, 90, почти к $500 за 1000 кубометров. И это реально много, потому что Европа как-то постепенно после прошлой теплой зимы подпривыкла к тому, что цены на газ, в общем, ну, такие, где-то как-то приемлемые. Вот. Сейчас они растут, причем растут хорошо, и для этого есть целый ряд объяснений. Ну, во-первых, действительно из-за конфликта между Ираном и Израилем есть риск снижения поставок из Катара. Ну, катарский газ, он в основном ориентирован на Азию, но тут как бы принцип сообщающих сосудов. Если Азия недополучит катарский газ, она будет закупать другой. И, соответственно, тот газ, который, наверное, мог бы пойти в Европу, пойдет в Азию. Как уже не раз бывало, вот, например, в прошлом году мы помним истории, когда газовозы по нескольку раз меняли маршрут, потому что из-за арбитража газ был дороже то в Европе, то в Азии. И, собственно говоря, им несложно было по ходу развернуться и пойти на те рынки, где газ дороже. Плюс ко всему, Израиль, например, прекратил в целях безопасности работу своего крупнейшего месторождения «Левиафан». А «Левиафан» – это, на минуточку, 12 миллиардов кубометров газа в год. И это, на минуточку, практически годовое потребление газа, собственно, Израилем. Ну, у Израиля есть откуда поставлять газ на внутренний рынок, а вот в неприятной ситуации оказался Египет и Иордания, потому что как раз вот газ с Левиафана поставлялся на экспорт в эти страны. Соответственно, если Египет не получает газ, на который он рассчитывал, значит, он начинает закупать его в виде СПГ в других местах, и, соответственно, часть, например, американского газа, она не пойдет в Европу, а пойдет в Египет, потому что Египту очень нужно его закупить. Собственно говоря, вот так вот нарушается баланс поставок, что, в общем, ведет к увеличению стоимости ресурса. И если конфликт будет продолжаться дальше, а не дай бог Иран предпримет что-нибудь в Ормузском проливе для того, чтобы перекрыть пути для катарского СПГ, собственно говоря, через пролив проходит порядка 20% мирового трафика СПГ, то, в общем, $500 за 1000 кубометров, возможно, эта цена будет считаться еще даже низкой, потому что сейчас не зима, потребление газа вроде бы как бы ниже, но, с другой стороны, газ активно потребляется для производства электроэнергии, особенно в случае жары, работы кондиционеров. И плюс ко всему страны сейчас активно готовятся к зимнему сезону, и Европа запасает газ. Причем, насколько я помню, далеко не такими темпами, как им хотелось.
Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Крайне интересное издание. Рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.